Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. Сегодня я для вас подобрал 3 подкормки эффективных в форме таблеток, которые можно найти в любой аптеке, даже, возможно, у вас дома они есть. Они все по-своему полезны для замиокуликаса. Направлены будут подкормки именно для этого растения. Так что присаживайтесь поудобнее, заваривайте что-то вкусненькое себе и приятного вам просмотра. Сегодня у нас речь пойдет про вот это вот вещество под названием фолиевая кислота. Или еще можно сказать про это вещество, что это витамин В9. Это вещество используется не только для комнатных растений, но и для огорода. И в принципе для растений витамин В9 очень актуален и важен. Особенно после стресса. Любого стресса достаточно даже пересадки. Ведь каждая пересадка, не секрет, что это достаточно сильный стресс для растения, чтобы адаптироваться в новых уже условиях, более большом даже горшке, если вы пересаживаете замиокулькас. То есть после пересадки это как никогда будет актуально, или после любого другого стресса, также болеющие растения. Используя такую подкормку, мы сможем гораздо быстрее вывести растение из стресса и перевести его уже в фазу роста, когда оно будет нас радовать своими блестящими красивыми листиками. А кстати, чтобы они были блестящими, у меня вот они пыльные достаточно, их надо опрыскивать, можно душем, оно будет радо, если вы будете поливать его на листике. Так что про это тоже не забывайте, чтобы выглядело оно у вас максимально красиво. Но даже если ваше растение и сейчас, в принципе, в благополучии, то это удобрение только укрепит это благополучие и позволит ему расти быстрее, пускать больше новых веток. Ну что же, давайте перейдем к сути, как использовать, применять это вещество. И вы, кстати, его можете применить и для всех остальных ваших комнатных растений. Если у вас они, допустим, цветут, то это поможет усилить шансы на цветение у того же даже спатифилума или антуриума. Нам понадобится 4 таблетки фолиевой кислоты на пол-литра воды. Мы будем использовать пол-литра, потому что целый литр я для одного растения сейчас все равно не буду поливать. Это очень много для моего замиокулькаса. Но вы можете от этого, в принципе, рассчитывать, что 8 таблеток получается на литр, а 4 таблетки на пол-литра. Вот, собственно, такие вот желтые таблетки витамина. И вот такой вот я придумал способ, как можно таблетки измельчить. Просто берем 2 ложки и давим. Мне этот метод нравится, потому что он быстрый, не надо никаких долгих манипуляций. И вот, в принципе, посмотрите, у нас уже готов наш витамин. Он уже жидкий, чуть ли не растворенный сразу же. Кстати говоря, хотя именно на сайтах в интернете, когда я читал, говорили, что он растворяется в воде очень сложно. Вот я набрал пол-литра воды. Желательно, конечно, брать фильтрованную, чистую, потому что всегда я рекомендую растениям именно использовать воду чище, без всяких примесей, без хлорки в городских водопроводах, которая имеется. И теперь мы давайте все это перемешаем. Я не знаю, надеюсь, вам это все видно хорошо, потому что здесь солнце светит так, что, возможно, вам видно не очень хорошо, как растворяется наша фолиевая кислота. И вот уже у нас наша готовая подкормка. А как же часто нужно использовать этот витамин? Его лучше использовать не чаще, чем раз в 10 дней. Добавлять вот так вот, как я вам сегодня показал, в воду для полива и поливать ваш любимый замиокулькас. Друзья, сейчас с начала весны начинается сезон садоводства, растения начинают активный рост, и очень много людей сталкиваются с проблемой выбора новых удобрений. Для этих целей отлично подходит удобрение цимус. В составе огромный комплекс полезных веществ, которые направлены на восстановление почвы, стимуляцию роста, питания, укрепление иммунитета растений, помощь в тот самый период активного роста, который сейчас у наших цветов начинается с появлением солнца, с приходом весны. А по моей ссылке вы можете заказать это удобрение с очень даже неплохой скидкой. Но также знаю, что для многих это актуально. Качественный и удобный фитосветильник для рассады, ускорения ее роста. Ну а если на каком-то из ваших цветков появились вредители, мошки в почве и прочие неприятные насекомые, то с ними вам поможет справиться недорогой спрей, который я оставил тоже в описании ссылку. В общем, кому интересно, заходите в описание и смотрите, там товары с хорошей скидкой, дешевле, чем в других местах. Это капсулы с магнием. Наши сегодняшние средства, конкретно это называется Магвит.
Вы можете, в принципе, любые купить капсулы, содержащие магний, и будет примерно то же самое. Я узнал про подкормку магнием совсем недавно, и оказывается, он является одним из наиболее важных микроэлементов, которые необходимы для полноценного развития любого растения. Если мы будем правильно, с нужной регулярностью и дозировкой использовать это вещество, то мы сможем значительно улучшить состояние нашего растения, ускорить его рост, помочь ему быстрее пускать новые ветки и выглядеть в целом гораздо красивее. Применять наше сегодняшнее средство можно без всяких особых усилий. Сейчас покажу вам, что мы будем делать. Нам понадобится всего лишь одна капсула магния на литр воды. Нам понадобится просто открыть эту капсулу. Она открывается легко. И вот внутри наш магний. Можно его высыпать в ложку или сразу высыпать уже в воду в нашу. Но я сначала в ложку все это сыплю. На капсула на литр воды. Сейчас нам это все задача хорошенько растворить. Все уже готово. Наше сегодняшнее средство — это янтарная кислота. Вот у меня уже немножко ее совсем осталось. Одна таблетка буквально. Но именно одна таблетка нам и понадобится. Вещества, содержащиеся в этой таблетке, помогут нашему растению быстрее проснуться после зимней, скажем так, спячки. На самом деле не спячки, но зима — это просто время, когда растение находится в стабильном состоянии, не растет. Янтарная кислота будет таким стимулятором для того, чтобы растению легче было восстановить свой активный рост, как в летнее и весеннее время. Берем по моему способу просто воды в ложку немножко. Ложим таблетку и теперь раздавливаем второй ложкой сверху. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал и увидимся совсем скоро. Всем пока!